Всем привет, меня зовут Руслан и это канал Loot Games. В этом видео подробно разберем заготовку силоса и использование его на биогазовых станциях. Разберем варианты сбора сечки для силоса, варианты трамбовки, поэкспериментируем, что влияет на скорость трамбовки, еще раз поэкспериментируем с силосными добавками и разберем доходность биогазовых установок в целом. Весь этот процесс выглядит следующим образом. Мы собираем сечку с культур или траву, выгружаем это в силосной яме, трамбуем все это, накрываем, ждем окончания ферментации, дальше загружаем силос в биогазовую станцию, Profit. А теперь поподробнее обо всем. Для заготовки силоса и сечки нам нужна силосная яма. Они находятся в разделе бункеров в режиме строительства. Нужно чуть перемотать в конец. Различаются они, во-первых, размером, а следовательно и вместимостью, и потом еще есть ямы сквозные и есть открытые только с одной стороны. Различие тут в стиле разгрузки. В силосные ямы с задней стенкой разгружать можно будет по сути только задним ходом, а в сквозных можно будет разгружаться на ходу, проезжая через бункер. Но тут надо тоже быть осторожным, иначе можно будет просто застрять. Ямы одного и того же типа можно комбинировать, чтобы они, во-первых, места меньше занимали, а во-вторых, это более гибкое использование. Пока в одном бункере у нас силос уже готов, и мы его потихоньку отвозим в БГА, в это же время мы заполняем вторую силосную яму. Ну, в теории, по крайней мере. Чем собирать сечку на силос? Идем в магазин и смотрим на силосоуборочные комбайны. Помимо внешнего вида и цены, они различаются мощностью двигателя, которая, в свою очередь, будет иметь влияние на жатки, которые мы будем использовать. Также на некоторых комбайнах можно выбирать длину трубы. Я всегда выбираю трубу подлиннее, чтобы струя комбайна легче попадала в прицеп. Длина струи, кстати, вроде как тоже зависела от мощности комбайна, по крайней мере в 19-й ферме. Ну, возможно, мне просто так казалось. Теперь зайдем в раздел с жатками. Эту приблуду пока оставим, но к ней вернемся. Это у нас жатка для сбора тополя. В этом видео тополь трогать не будем. Тут подборщики для силосоуборочных комбайнов. Они подбирают волки травы. Почему-то только травы, хотя если мне память не изменяет, в 19-й ферме они также подбирали и сено. Траву тоже можно высыпать в силосные ямы, и там она будет становиться сечкой. Но нас сейчас интересуют жатки для сбора сечки. Их два вида. Вот эти, которые на вид как щетка для пылесоса, они годятся для всех культур, которые собираются на сечку, кроме кукурузы. Рабочая скорость у них 15 км в час, ширина 5 или 6 метров. Тут, в принципе, любой силосоуборщик их потянет. Следующие жатки с шипами, лезвиями, барабанами годятся для сбора всего, кроме травы. То есть вот ими можно собирать кукурузу. Рабочая скорость у них уже 10 км в час и разная рабочая ширина от 4,5 до 9 метров. Тут уже важна мощность комбайна. Если лошадей не хватает, то максимальную рабочую скорость комбайн уже не разовьет. К примеру, комбайн класс с жаткой класс 7,5 метров едет 10 км в час, а с жаткой класс 9 метров только 8 км в час. Итак, у вас есть комбайн, есть жатка. Нужно собирать сечку. Какие объемы сечки будут давать разные культуры, смотрите в отдельном видео, не поленитесь. А тут мы внезапно осознаем, что у силосоуборочного комбайна нет своего бункера для сечки. Что делать? Вариант первый. Мы передаем управление комбайна нашему помощнику, а сами едем рядом на тракторе или на грузовике с прицепом. Комбайн перемалывает кукурузу на сечку и выплевывает ее нам в прицеп. Это основной способ сбора сечки, и его вы скорее всего и увидите на реальных видео о сборе сечки. Второй вариант. Мы цепляем прицеп к самому комбайну. Теперь мы можем управлять комбайном сами. А можно также доверить управление наймиту, а сами сесть за трактор. Когда комбайн заполнит прицеп за собой, мы меняем прицепы и полный прицеп везем трактором в силосную яму. Можно прицепить к комбайну прицеп побольше, даже с помощью подкатной тележки. Интересно, что в 19-й ферме к комбайнам цеплялись только прицепы, у которых, как бы выразиться, сквозное крепление. Тут же цепляются чуть ли не все прицепы, даже если тип крепления визуально не соответствует. Может быть это косяк или баг, и это исправит когда-нибудь, но пока можно пользоваться. В общем, тут уже отцепляем прицеп и увозим его грузовиком. А на комбайн цепляем другой прицеп пустой и продолжаем работу. В обоих случаях, в принципе, можно и сложить жатку и комбайном отвести эти прицепы.
То есть, если есть желание. Еще один вариант с таким прицепом. Собрали полный прицеп сечки и далее поднимаем прицеп мышкой при зажатой левой кнопке мыши и подставляем под него другой прицеп. Перегрузили, комбайн может работать дальше. Еще один прицеп-перегрузчик появился в 22-й ферме. Мы заполняем его сечкой и вытаскиваем трубу прицепа. Тут нужно выбрать сторону разгрузки «Труба». Подгоняем трактор и жмем I, чтобы разгрузить. Интересно, что по идее этому прицепу нужен вал отбора мощности для работы, но почему-то он работает и так. Скорее всего, этот перегрузчик задумывался для кооперативной игры, чтобы один человек постоянно в него сечку из комбайна загружал, а другие загружались уже с него и вывозили сечку в силосную яму. Надеюсь, что мод Follow Me на 22-ю ферму все же появится, и тогда в одиночной игре такую схему тоже можно будет проделать. Еще один вариант – это использование модовых комбайнов с бункером. В 19-й таких несколько было, в 22-й пока увидел только одно. Такая махина есть в реальности, можете погуглить. Сечка собирается в бункер в задней части комбайна, а затем подставляем под него прицеп. Да, надо нажать кнопку «Выставить трубу», чтобы сечка посыпалась. И далее вывозим сечку в силосную яму. Еще вариант сбора сечки без силосоуборочного комбайна. Нам потребуется трактор помощнее и вот эта приблуда. И снова жатка для сечки. Цепляем к трактору сей девайс, к девайсу уже жатку. И прицеп не забываем. Тут также разворачиваем жатку и собираем сечку. Кстати, можно использовать тут вышеупомянутый прицеп-перегрузчик. А можно и обычный прицеп, к примеру, заполнили прицеп, сложили жатку и поехали разгружать сечку в силосную яму. Вариантов сбора сечки немало, можете еще в воображении подключить и что-то еще придумать. Тем временем мы переходим к самим силосным ямам. Высыпаем сечку в силосной яме с сочетанием клавиш Ctrl-I. Сечку высыпали, прицеп отстегнули, подъехали к яме, сохранились. Теперь смотрите, когда заходим в силосную яму, в окне на F1 появляется информация, сколько сечки в яме и уровень ее прессования. Чтобы превратить сечку в силос, ее надо спрессовать до 100%. Как это лучше сделать? Время для первого эксперимента. Берем трактор и катаемся в бункере. Нам потребовалось 25 проездов через бункер, чтобы спрессовать 34 куба сечки. Сейчас мы посмотрим, что влияет на качество прессования, то есть как этот процесс можно ускорить. К сожалению, вряд ли эксперимент можно будет назвать чистым, но хоть какое-то представление будет. Сейчас загрузим игру и глянем вот на что. В первый раз я кое-как старался ехать только по центру бункера. Повлияет ли, если стараться ездить по всей поверхности сечки? Потребовалось 22 раза на этот раз, то есть направление все-таки менять надо, это логично. Загрузим игру снова и поставим на трактор двойные колеса. Теперь понадобилось 23 проезда. Не знаю, если честно, возможно, ширина бункера не позволяет реализовать ширину колес, но что-то все равно сомнительно это. Ну ладно, загрузим игру еще раз и поставим на трактор самые тяжелые противовесы. 2 штуки. Теперь понадобилось всего 9 проездов. И это прям уже заметно. То есть вес точно роляет в прессовании, что тоже логично. Снова загружаем игру и теперь заглянем в оборудование для силосных ям. Вот такие катки, если их так можно назвать. Давайте один возьмем весом 2,5 тонны. Трамбуем. С ним, кстати, трактор по сечке едет заметно медленнее. Но понадобилось 11 проездов через яму. Давайте 2 катка прицепим, но потяжелее. Понадобилось уже 6 проездов. Да, эти штуки полезные. Снова загружаем игру и смотрим вот на эти девайсы. Прицеплю сразу 2, и их надо уже включать, чтобы они работали. И, к слову, там есть на выбор, от чего они будут работать. То есть вал отбора мощности или гидравлика. Врубаем и поехали. Все. Фактически потребовалось всего 2 проезда. Теперь точно будем знать, что покупать для трамбовки. 34 тысячи литров сечки — это просто для наглядности, для эксперимента. На самом деле ее будет больше. Еще больше. Намного больше. Сечки эти ямы вмещают до хрена.
А в какой-то момент вы поймете, что куча становится слишком бугристой, поэтому ее надо заровнять. В магазине для тракторов есть заравниватели. Тут не объяснишь детально, как ими пользоваться. Управляются они с помощью мышки при зажатых клавишах. Тут надо приноровиться просто. Делаем кучу более гладкой, чтобы и прицеп потом легче заезжал, и трамбовать, чтобы было легче. Проще, конечно, играть в коопе, и кучу сразу можно вообще сгребать к задней стенке бункера, чтобы прицепы по сечке вообще не катались. Можно специальный аппарат для силосных ям взять. Не скажу, что он прям крайне необходим, но им яму чуть проще заравнивать. Можете сказать спасибо разрабам за то, что пол бункера немного торчит над землей, а то жизнь на ферме бы очень скучная была. Приходится ковш поднимать, ничего не поделать. В общем, тут сейчас 1 200 000 литров сечки. Посмотрите, поверхность вся бугристая, и ездить на тракторе тяжеловато. Можно застрять даже. Лучше опять все хорошенько заровнять. Потому что такое количество сечки будем трамбовать очень долго. Лучше это делать с комфортом. И, кстати, вот тут, возможно, парные колеса будут в тему. Трактор меньше застревает. Возможно. Может быть, это просто эффект плацебо, и разницы тут нету на самом деле. Итак, накрываем яму клавишей R. Сечка вне ямы не накрылась. Ее можно будет убрать ковшом или фуражным прицепом. Как больше нравится. Ферментация в силосной яме идет 1 месяц. Ну или 1 день, если день идет за месяц. И если поставить 3 дня за месяц, то ферментация будет длиться 3 дня, в отличие от обернутых тюков травы. Как я говорил, заготовка силоса в силосных ямах очень трудоемкий процесс. Тюковать траву на силос гораздо проще. Ферментация завершилась. Клавишей R открываем яму. Все, это силос. Часть ямы осталась закрытой, она будет открываться по мере того, как мы будем открытый силос вывозить. А как это сделать? Первый способ грузить силос с помощью погрузчика и вил для силоса. Это если у вас есть желание делать это вручную. Можно использовать ковши, в том числе и для тракторов. Для тракторов тоже такие вилы есть, они называются навозные, но силос тоже можно таскать. Почему рекомендую именно колесный погрузчик? Потому что тут вилы вмещают 8000 литров. Для фронтальных погрузчиков, то есть для тракторов, вилы вмещают всего 1250 литров. Для телескопических вилы есть, но они на 1700 литров. Поэтому если грузить силос вручную, то лучше делать это колесным погрузчиком. Но в любом случае это быстро надоест. Второй способ грузить с помощью конвейера. Как минимум покупаем 2 составных части. Их можно до точки назначения буксировать трактором, а тут уже управлять конвейером напрямую, как обычным транспортом. Разворачиваем маленький сегмент, дальше садимся на большой, цепляем к нему маленький, мышкой мы можем поднять или опустить конвейер и выдвинуть его. Включаем конвейер нажатием B. Все, он работает, осталось только подставить под него прицеп. Да, чтобы он работал самостоятельно, нужно выключить автозапуск двигателя в настройках. Можно, кстати, посадить на конвейер наймита. Пока до меня не дошло, зачем это делать. Конвейер забирает материал в небольшом радиусе от себя. Когда материала в зоне сбора не станет, конвейер надо будет чуть-чуть переставить. Можно также попытаться загрузить силос фуражным прицепом. Обычно это ничем хорошим не заканчивается, но если силос небольшой слой, то почему бы и нет. Самый, наверное, эпический способ погрузки — это вот этот монстр. Конвейер также регулируется, загружает он, честно говоря, медленно, но одним из плюсов это то, что при определенной сноровке можно загружать транспорт, который находится за пределами бункера. Тогда не надо будет задним ходом в бункер для погрузки заезжать. Еще один не совсем очевидный способ для сбора силоса из силосной ямы — это самоходный миксер для изготовления моносмеси. Да, он создан не для этой цели, но с ней вполне справляется. Единственное, что у самого большого миксера вместимость всего 26 000 литров и стоит он 240 000. Ну, еще такой вариант. Если силосная яма находится рядом с биогазовым заводом, то можно поставить конвейер, чтобы он напрямую силос грузил на завод. Можно воспользоваться промежуточными сегментами для конвейера в магазине, но я лично не фанат этого, если честно. Вообще, конечно, силосные ямы и надо ставить рядом с заводами. С этого, наверное, надо было начинать гайд. На карте биогазовый завод, кстати, так и устроен. Тогда и погрузчиком силос напрямую можно на завод грузить. Пока мы весь силос не вывезем,
новую сечку в яму засыпать не сможем. Кстати, в Дискорде, да и в комментариях под видео писали, что не могут полностью опустошить яму. Из-за этого вновь ее наполнить не могут. Я не успел столкнуться с этим, поэтому не знаю, как это решить, но если вы сталкивались, напишите способ борьбы с этим недугом, чтобы и людям помочь. По погрузке, наверное, все. Теперь взглянем на заводы биогаза. В меню строительства в разделе производства их 3. На 100 кВт, на 250 и на 500. То есть их можно построить. Есть еще завод на 1 мегаватт, и он уже стоит на карте и используется как точка продажи. Но его можно купить, и тогда это будет ваше производство. Как вы понимаете, суть у них одна и та же, механика тоже. Разница лишь в объемах переработки. Для примера, поставим самый маленький заводик. Поставили и пройдемся по его зонам. Тут, если нажать R, откроется меню производства. Также в меню производства можно зайти, если нажать Escape и выбрать иконку производства, и там найти этот завод. Как видите, завод принимает силос, навоз, жидкий навоз и резаную свеклу. В 19-й ферме биогазовые заводы свеклу не принимали на дефолтных картах, а вот в паре модовых было такое дело. Из всего этого добра завод производит электроэнергию, метан и дигестат. С цифрами разберемся, конечно же, но сейчас зоны дальше посмотрим. Тут загружаем силос БГА, выглядит будто надо сыпать прям в емкость, но если подъехать к ней, то появляется подсказка и можно разгрузить силос прям тут. Также тут можно разгрузить и самоходный миксер. И тюки для силоса прям тут тоже можно выгружать. Если, кстати, тюки в зоне выгрузить, то завод их будет забирать по мере опустошения. Тоже преимущество тюков. Сюда же выгружаем навоз. И сюда же резаную свеклу. Для жидкого навоза свой отдельный контейнер. Дигестат же можно будет забирать вот тут, когда он появится. Как заготавливать силос я в подробностях расписал. Информация о нем аж в 4 видео, включая этот. Навоз и жидкий навоз мы будем получать, когда займемся животноводством. А откуда брать резаную свеклу? Очевидно, надо порезать свеклу обычную. Спасибо разрабам за еще один геморрой. Глубоко я не копал, и единственный вариант, который заметил, это вот этот ковш для резки свеклы. Поставим тут комбайн со свеклой и немного высыпем ее на землю. Подъезжаем и загребаем эту кучу ковшом. О! Ну-ка. Опаньки. Наводит на мысли. Ладно, наполнили мы ковш и едем к прицепу. Включаем его. Прицеп наполняется уже резаной свеклой. Ну и если подобрать прицеп, то можно таким образом хоть чуть-чуть ускорить этот процесс нарезки. Просто подставим ковш под разгрузочный конвейер, а под ковш прицеп. Ну или можно поставить ковш над зоной выгрузки и высыпать свеклу в него из прицепа перегрузчика или из комбайна напрямую. В Дискорде писали, что вроде бы есть уже мод на производство резаной свеклы. Честно, не смотрел пока. И еще маленький момент. Разработчики тут зону разгрузки вынесли за пределы емкости, над которой значок разгрузки и висит, но были карты в 19-й ферме, где нужно было непременно разгружать все это именно в саму емкость. Так что если картоделы будут клепать карты для 22-й ферме, то такое тоже может быть, имейте в виду. Заходим в меню производства и прежде всего видим, что для каждого материала тут отдельная вместимость. В 19-й отдельно были твердые и жидкие материалы, и все. В данный момент на заводе ничего не происходит. Нужно запустить производство. Тыкаем кнопку «Включить». Переработка силоса идет. Переключаем на жидкий навоз, запускаем и его. Включаем навоз, включаем резаную свеклу. Производство пошло. Видим тут внизу в окошке, что переработка идет. Ресурсы расходуются, дигестат появляется. Сверху в углу видим, что бабосики прибавляются. Причем так прилично прибавляются даже на высокой сложности. Дигестат по механике игры это тот же жидкий навоз. Его можно снова заправить в цистерну и удобрять им поля. В принципе, это все, что нужно знать о биогазовой установке, но, естественно, надо хоть чуть-чуть просчитать, сколько мы вообще получаем с нее. Сначала давайте расскажу, что относится ко всем биогазовым установкам. Производство стоит денег, поэтому если нет ресурсов, то выключайте производство. Производство привязано к циклам 24 в месяц.
Если у вас месяц идет за день, то считайте, вот тут написано, сколько материала уходит за игровой час и сколько за час приходит. Если месяц у вас длится 3 дня, то считайте это показатель за 3 часа. Как-то так. Мы уже увидели, что завод перерабатывает все загруженные материалы одновременно. Вместимость растет вместе с размером биогазовой станции. Но в любом случае, если полностью забить станцию ресурсами, то силоса, навоза, резаной свеклы хватит где-то на 1,5 суток. Жидкого навоза же хватит где-то на 6 дней. Это относится к установкам всех размеров. При этом еще навоз и жидкий навоз перерабатываются с одной скоростью и выдает одинаковое количество материала, а следовательно и прибыль. В окне производства мы видим, какое количество электричества, метана и дигестата производит наша станция, но вот цен мы не видим. Базовая цена на электричество 350 баксов за 1000 чего? Литров, киловатт? Ну, хз, пусть будет единица электроэнергии. Цена на метан 450 баксов за 1000, ну пусть будет литров, тут в принципе все в литрах измеряется. Метан и электричество продается напрямую, и этого изменить нельзя. В теории, конечно, можно модами сделать баллоны для газа и так далее, но не суть. Зная цену и какой объем мы можем получить, мы можем узнать, сколько денег мы получим. Вот тут для меня первая загвоздка была, расчеты не совпадали с тем, что было на практике. Расходы на производство я в файлах игры вообще выставил на 0, чтобы не сбивало с толку. Почему итог не совпадал? Ну, возможно, цены на метан и электричество также скачут, хоть мы этого и не видим. И когда я пробовал перерабатывать силос в разное время, разница была от 1 до 4 баксов. Есть еще одна теория, что поскольку продается это напрямую, то за продажу еще берется комиссия, но там очень мало в этом случае. Дигестат можно хранить на заводе и потом удобрять им поля, но можно выставить распределение, и в теории он будет дальше идти по цепочке производства, но производств, где нужен дигестат, в ванильной игре нет. Можно выставить продавать напрямую и получать дополнительную прибыль. А что выгоднее, продавать дигестат все-таки или использовать как удобрение? По моим предварительным расчетам, на высокой экономической сложности, если мы продаем дигестат напрямую, то за объем, который нужен на удобрение 1000 квадратных метров, мы получаем денег примерно столько же, сколько потребуется на покупку сухих удобрений на эту же площадь. Ну ладно, возможно, денег получим чуть меньше, несущественно меньше. То есть в экономическом плане разницы практически нет, что вы продаете дигестат, что удобряете им поля. На средней и низкой экономической сложности, конечно, выгоднее будет продавать дигестат. Плюс еще для удобрения полей дигестатом вам надо покупать цистерну для жидкого навоза, и расход этого дигестата, как и навоза, в принципе, конский. Возможно, вам это быстро надоест. Теперь о прибыли. Поскольку точную прибыль посчитать проблематично в этот раз, то поступим следующим образом. Поставлю все 3 завода биогаза и куплю тот, который на карте. Файлы я подправил так, чтобы за самопроизводство денег не брали. Это для чистоты эксперимента. Дигестат выставил на продажу, то есть выручку будем считать именно с продажей дигестата тоже. Прежде всего меня интересовало, сколько денег будем выручать за 1000 литров того или иного ресурса. И сколько понадобится при этом ресурсов в день, и соответственно сколько денег в день мы будем иметь. В каждый завод я высыпал по 1000 литров силоса, навоза, резаной свеклы и жидкого навоза. Записывал данные, сколько денег в итоге приходило, и заметил вот что. На всех биогазовых заводах выручка с 1000 литров всех этих материалов плюс-минус одинаковая. Разница была всего там в пару баксов. Но чем больше завод, тем выручка была больше. Незначительно, но больше. Если, к примеру, на БГА в 990 кВт за 1000 литров силоса вышло там 327 баксов, то на БГА в 500 кВт уже 337, а на БГА в 1 МВт 341. Учитывая все это, плюс погрешности, я в этот раз не стал досконально все высчитывать, а просто округлил выручку со всех ресурсов до 330 баксов за 1000 литров. И в этот раз просто расскажу, какую примерную сумму денег мы будем иметь с каждого биогазового завода в месяц. Ну или в день, если день за месяц идет. В разделе цен мы, кстати, можем видеть, что на заводах как бы есть цены на силос, жидкий навоз и навоз, и в том числе и нарезанную свеклу. Но, как я понял, это нифига не значит, потому что мы не продаем это все, а перерабатываем. Итак, завод на 99 киловатт. За месяц перерабатывает 20 тысяч литров силоса, значит, за него будем получать примерно $6600.
Жидкого и сухого навоза в месяц перерабатывается по 4800 литров. Это по 1584 бакса за каждый тип навоза. Резаные свеклы 2400 в месяц, это 792 бакса. Суммарно, если все это сложить, получается 10 600 баксов в месяц на высокой экономической сложности. Производство стоит 60 баксов в месяц на каждый ресурс или всего 240 баксов на все. Если вы не будете продавать дигестат напрямую, то в хранилище его влезет 1 900 000 литров. Завод на 250 киловатт. Силоса уходит 50 880 литров в месяц. При этом получаем за него 16 790 долларов. Навоза и жидкого навоза по 12 120 литров. Это по 4000 баксов. Резаной свеклы 6072 литра, это 2000 баксов. Суммарно получается примерно 26 800 долларов. Производство стоит 151 доллар за каждый ресурс в месяц. Суммарно 604 доллара в месяц. Дигестата влезет 3 900 000 литров. Завод на 500 киловатт. Силоса уходит 101 832 литра, а получаем за него 33 604 доллара. Навоза и жидкого навоза по 24 240 литров и получаем по 8000 долларов. Резаные свеклы 12 120, это 4000 баксов. Суммарно выходит 53 604 доллара в месяц. Стоимость производства 302 доллара за каждый ресурс, и это 1208 долларов на все. Дигестата влезает 5 600 000 литров. Ну и завод на 1 мегаватт. Примечательно, что он производит прежде всего метан, а заводы, которые мы строим, производят именно электричество. Но несмотря на это, средняя выручка все равно 330 баксов со всего. В месяц силоса уходит 203 616 литров. Зарабатываем на этом 67 200 баксов в месяц. Навоза и жидкого навоза по 48 480 литров. За это имеем по 16 000 бабосиков. Резаной свеклы завод может переживать 24 240 литров и дать нам около 8 000 денежек. Суммарно в день, в смысле в месяц, можно получить 107 193 доллара. Производство стоит 606 баксов за каждый ресурс, то есть суммарно 2424 доллара. Дигестата влезет 6 400 000 литров. Небольшой подыток. Цена на силос, если его продавать, будет в среднем 170 долларов за 1000 литров. Да, бывает и больше, но это явно не 330 баксов. То же самое и о свекле. Впихивать ее в биогаз намного выгоднее, чем продавать напрямую. Но надо смотреть еще на объем переработки. К примеру, свеклы на маленьком заводе 2400 литров в день, это ничтожно мало на самом деле. Навоз и жидкий навоз продавать и в принципе негде. И его тем более выгоднее использовать на биогазовом заводе, чем на полях. То есть использовать на биогазовых заводах мы будем в основном силос, а навоз и свеклу так между делом. Да, я обещал эксперимент с силосными добавками. Возьмем два одинаковых комбайна с одинаковыми жатками и одинаковыми прицепами. И на одинаковых полях. Сначала соберем сечку на комбайне без силосной добавки. Собрали 13 993 литра и высыпали аккуратно в яму. В яме почему-то получилось 14 000 ровно. Теперь собираем сечку на комбайне с силосной добавкой. Собрали те же 13 993 литра. Пока едем, скажу такую мысль. Если бы сечка, которая получалась силосной добавкой, чем-то отличалась от обычной, она бы, скорее всего, и название бы имела другое, и иконку также сделали бы другой. То есть для механики игры это был бы разный материал, и, мое мнение, лучше бы так и сделали. Но такого нет. Тем не менее, эксперимент продолжим. Итак, высыпали это в яму, и тут тоже получилось 14 000 литров. Объем одинаковый. Теперь спрессуем это все. Прессование тоже происходит одинаково. Спрессовали, накрыли яму. Теперь ждем. Я специально сейчас выставил месяц за 3 дня, чтобы более точно посмотреть, будет ли разница в скорости ферментации. День прошел, посмотрим. Ферментация в яме без силосной добавки 35%. В яме с силосной добавкой 35%. Ждем дальше. Ферментация почти завершилась, и в обоих ямах она идет одинаково. Все, завершилось и там, за одинаковое время. Откроем яму с силосной добавкой 14 000 литров,
без силосной добавки 14 тысяч литров. Я не знаю уже, что еще пробовать, но давайте сохраним игру и попробуем на завод сгрузить. Загрузили без добавки и получили 328 баксов. Загрузим игру, взяли из ямы с добавкой на этот раз и доставили на завод. Ждем, получили 328 баксов. То есть силосная добавка в данной версии игры не влияет на объем сички, не влияет на время ферментации, не влияет на итоговый объем силоса и не влияет на его стоимость. Если использовать силосоуборочные комбайны, то эта добавка пустая трата денег. Возможно, игру как-нибудь пропатчат и добавка будет на что-то влиять, но сейчас, кроме как на объем собранной травы фуражным прицепом или же тюковщиком, она ни на что не влияет. Когда это произойдет, я закрепленный комментарий оставлю, если не забуду. А вам спасибо за просмотр, за лайки и позитивные комментарии. Ну и всем пока!